Еще недавно в Испании строили солнечные электростанции и зарабатывали на продаже электроэнергии. Но в 2026 году ситуация сильно изменилась. И многие инвесторы стали разочаровываться в этом бизнесе. И вот тут встают вопросы, насколько это выгодно, стоит ли заходить в этот бизнес сейчас и почему так произошло. Главная проблема – это цена на электроэнергию. Днем, когда солнышка вот так много, все установки, все солнечные электростанции производят электроэнергию, но потребление не дотягивает до уровня производства. И, соответственно, цена на электроэнергию падает. То есть меньше спроса, соответственно, много производителей, спроса меньше, и цена, соответственно, по всем законам экономики цена падает. И в итоге, то есть цена не дотягивает, иногда она составляет ноль, и иногда даже минусовые значения. И это означает, что вы производите энергию, но ее достаточно не потребляют, достаточное количество, и продать ее дорого просто практически невозможно в нынешней ситуации. Главная проблема – это цена на электроэнергию. Днем, когда солнышка вот так много, все установки, все солнечные электростанции производят электроэнергию, но потребление не дотягивает до уровня производства. Сейчас многие продают электроэнергию по 5 центов за киловатт. При этом покупают ее из сети значительно дороже – 23 цента за киловатт-час. Такие данные я прочитала. Алексей меня может поправить, если я что-то не так скажу. Правильно, да? Получается парадоксальная ситуация. В Испании много солнца, солнечные электростанции есть, они производят электроэнергию, но вы продаете ее задешево, а покупаете ее дороже. То есть такая парадоксальная ситуация. Это первая проблема. Друзья, а если вы столкнулись с этой проблемой, если уже построена солнечная электростанция сетевая, и вы не знаете, что с ней делать, под этим роликом и под каждым другим есть у нас Telegram. Пишите. Это платная услуга. Мы сделаем аудит вашей системы и расскажем, как вам это все решить, чтобы вы не то что экономили, а чтобы вы зарабатывали на этой энергии. Вторая проблема – это перепроизводство солнечной энергии. Ну и как это, эолика, ветряная энергия, в общем, перепроизводство энергии в Испании. Станций стало слишком много, и часть энергии либо никому не нужна, либо продается почти бесплатно, где-то за ноль, где-то даже составляет минусовые значения. То есть, в принципе, для тех, наверное, кто вкладывал миллионы инвестиций вот в этот бизнес, считал, что это будет бизнес такой доходный, то сейчас, конечно, это, наверное, не очень хорошо. Но также знаю, что люди частно устанавливали солнечные электростанции у себя в доме, там, допустим, хотели не просто самопотреблять, но еще и продавать, они также не испытывают сейчас огромного удовольствия от тех счетов, которые они получают и видят, в общем. Но это уже ситуация немножко другая, об этом я потом расскажу. А вот действительно большие промышленные солнечные электростанции сейчас просто терпят какое-то такое небольшое потрясение, наверное, крах, и инвесторы испытывают неудовольствие в этом. Иногда даже государство ограничивает выработку энергии, то есть станции просто отключают для того, чтобы не было апогона такого, как был в 2025 году. Вы знаете, был этот blackout, когда из-за переизбытка электроэнергии просто все рухнуло, и мы сидели долго без света. Вот это вторая причина, это переизбыток энергии. А сейчас я вам расскажу еще о третьей причине. Ну, третья причина очень банальная. Это, собственно говоря, снижение поддержки государства. Раньше мы знаем, что были какие-то субсидии, помощь от государства, льготы, возврат там каких-то денежных средств. Сейчас условия стали жестче, практически, ну, это очень сложно. И окупаемость проектов заметно ухудшилась в связи с этим. Плюс так что же тогда работает в такой ситуации, когда вот сейчас мы сказали, что солнечные электростанции, собственно говоря, из того, что я сказала выше, понятно, что входить в эту бизнес, в эту сферу и для строительства промышленных солнечных электростанций сейчас не то время, время упущено, наверное, возможностей. То сейчас пока ситуация такая, что это становится невыгодно. Может быть, в дальнейшем когда-то это снова вернется, выгода какая-то, но об этом мы сейчас поговорим чуть позже. А что же тогда остается, что же тогда работает на сегодняшний день в сфере солнечной энергетики, в сфере строительства солнечных
станций. А это самое важное, тренд 2026 года, это самопотребление. Это один из трендов, сейчас я назову два тренда. Первый – это самопотребление. То есть это тогда, когда вы не продаете, вы просто ваша станция производит энергию, и вы ее потребляете на свои нужды, для своего дома, для своих бытовых каких-то нужд. Это работает и в сфере какого-то производства, бизнеса. Это могут быть магазины, заправки, рестораны, агрокомплексы, какие-то фермы, большое или маленькое производство. То есть это все может быть на самопотреблении. Самое интересное, что произошло сейчас. До этого момента все надеялись на государство. Все строили сетевые электростанции, отдавали в сеть, была виртуальная батарея, Solar Cloud там и так далее и тому подобное. Когда мы начали деятельность здесь по монтажу солнечных электростанций, виртуальный так называемый кошелек, который находился в сети, да, виртуальный, то есть ту энергию, которую вы отдавали в сеть, цена доходила до 12 центов. Это очень большая. Если пересчитать в мегаватты, это 120 евро за мегаватт. Эта цена была очень хорошая. Потом снизилась до 10, потом до 5. И сейчас поговаривают вообще или вообще отказаться от этого, или ну, как бы запретить отдачу в сеть, или ограничить ее там буквально там 1-2 центам. И, соответственно, те, кто ставил солнечные станции, надеялся на сеть, что он отдаст энергию днем, а ночью ее заберет назад, попали в такой же капкан, абсолютно как и крупные станции. То есть крупные станции днем вырабатывают, но не могут продать, а мелкие станции днем покупают по большому тарифу. Почему? Потому что днем энергии все-таки не хватает. Ой, извините, потому что ночью энергии все-таки не хватает. То есть по большому тарифу покупают не по той причине, потому что не производится энергия, а потому что Испания покупает эту энергию и покупает ее у Франции. То есть каждую ночь вы днем закачали в сеть, а ночью покупаете по дорогому тарифу. И вот теперь получается вопрос, что делать? А делать все просто, как Татьяна уже сказала и много раз повторила в этом ролике, я еще раз повторю, это самопотребление. Что это такое? Те станции, которые сетевые и отдают в сеть, уже в этом случае не работают. То есть нужно иметь гибридную станцию у себя, всю энергию, которую произвели ваши солнечные панели, вы должны ее либо потратить у себя, либо закачать в свой аккумулятор. Зачем у дяди в облаке за бесценок? Лучше в своем аккумуляторе по хорошему тарифу. И тогда вы в часы пика, в часы своих пиковых максимумов вы будете не из облака брать по дорогой цене, а из своего аккумулятора. И второй момент, это второй тренд 2026 года, это, в общем-то, вызвано тем 2025 погоном, когда мы сидели без света, и люди поняли, что надо быть энергонезависимыми, что нужно построить свои маленькие или большие солнечные электростанции для частного дома, для своего бизнеса, чтобы, в общем-то, не зависеть от сети, и в случае какого-то такого блэкаута у вас всегда будет своя энергия. Это один из важных моментов, люди об этом все больше и больше думают, и сейчас действительно вот именно эта тема, наверное, рулит и работает, строить солнечные электростанции для самопотребления и для энергонезависимости, для своих домов, квартир и для какого-то бизнеса, который вот я только что вам перечислила чуть выше. Теперь уже приходят балконные системы. Те, кто не мог поставить себе солнечные панели, теперь легко могут установить себе балконную систему, подключить ее в розетку. Даже бабушка справится, повесили 2 панели на 700 ватт на балкон. У меня бабушка, соседка, 82 года, сама повесила. И все дела. То есть все очень просто. Так что, друзья, надеюсь, вам это все очень понравилось. Продолжение Татьяны. Человек будет чувствовать, что у вас есть стабильность, контроль над расходами, вы будете меньше зависеть от цен, за которые вы там продаете, покупаете, и в результате выгоды нет никакой, вы будете меньше зависеть от цен и меньше зависеть от сети. А что же будет дальше с этим, вы спросите? Есть 2 сценария, как мы считаем. Первый сценарий – это цены остаются такими же низкими, неизвестное количество времени, сколько это продлится. Солнечные станции может становиться все больше, избыток энергии, куда ее девать, тоже поговорим об этом чуть позже. А второй сценарий – это будут как раз развиваться батареи, вот эта вот вещь, которую Алексей сказал, для хранения энергии,
Это вот такой второй сценарий. Может расти потребление, и появляются новые тарифы какие-то. Но это все это вопрос времени. Вот мы увидели два сценария, может быть, вы видите какой-то третий сценарий. Но все это вопрос времени. Причем это вопрос там не недели, не месяца, а это может растянуться во времени, не знаю насколько. Если вы хотите строить солнечные электростанции, рассматривать это как инвестиции, то есть как бизнес, хотите входить в эту тему, строить промышленные крупные солнечные электростанции, либо маленькие частные дома, но у вас важным фактором стоит именно производство электроэнергии и ее продажа, то есть если с целью с продажей, то мы считаем, что сейчас не лучшее время рассчитывать на такую преференцию. То есть рынок уже перегрет, шанс войти и удачно продавать и зарабатывать на этом упущен. Окупаемость вот этих станций просто вырастает во многие годы. Маржа уже просто самая маленькая, там низкая, то есть смысла нет. Но если вы хотите снизить свои расходы, если вы хотите быть энергонезависимы, то да, Испания работает, солнце производится, и эта тема, она действительно рулит сейчас, и в 2026 году она актуальна. А когда можно будет рассчитывать на то, что энергия, выработанная вот в большом количестве солнечных электростанций за день, она будет востребована все-таки тогда, когда будет, на мой взгляд, решен вопрос с хранением этой энергии в больших количествах, в больших объемах. Ну и подведу черту под этим роликом и в этом видео, что сейчас входить в крупный бизнес? Нет, это невыгодно, потому что вы построите и не сможете продать. Остается что у нас? Самопотребление. Плюс не только сетевая, а гибридная станция, ваша своя, с аккумуляторной батареей. Все автосервисы, все промышленные производства, вот я вижу, что очень много складов, складские помещения, все оборудуют солнечными станциями и системами хранения. Вот эти тренды, начиная с 2026 года начинается, и я думаю, что это будет продолжаться. И включая бабушек с балконными системами, которые сами производят себе энергию и оставляют ее в своем маленьком аккумуляторе, который на балконе же и стоит. Помнит про энергонезависимость и в случае отключения или еще каких-то случаев, а все возможно, потому что на сегодняшний момент ситуация действительно очень глобальная и очень серьезная, потому что я вижу, что происходит сейчас на рынке, то есть сейчас те станции, которые строятся, вводятся, их заставляют даже менять, там очень много параметров приходится менять, меняют и сами устройства защиты, устройства контроля, мониторинга, там очень много изменений. То есть все делается для того, не чтобы вы зарабатывали, а чтобы система не рухнула еще раз. Так что всем, как обычно, добра, позитива, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.